Привет! Недавно я получила мега-акустику от JBL, причем как в прямом, так и в переносном смысле. Вы только вообразите, что такое 1 киловатт мощности. Что-то мне подсказывает, что зайдет она явно не только мне, так что обзор обещает быть интересным. Это JBL PatiBox 1000, большой папочка семейства патибоксов, который, в отличие от предшественников, портативным уже назвать нельзя. Я думаю, вам сейчас стоит наглядно посмотреть, что такое 1 киловатт. Или нет, даже не так, 1100 ватт. Фух, мы с собой прихватили еще PatiBox 200 на 120 ватт. Практически в 10 раз меньшую по мощности колонку. Я покажу, как звучит на максималках одна и другая. Кстати, обратите внимание на габариты PatiBox 1000. Я ростом 1,74 м, а она даже больше половины меня. И весит 34,7 килограмма. Прям ух какая. Мы с оператором сейчас отойдем немного, чтобы не оглохнуть. Заодно покажем и звук на расстоянии. Ну что, слушаем? PatiBox 1000 предназначена в основном для стационарного использования на каких-то основательных вечеринках и тусовках. Но даже не только из-за хорошей мощности. Сверху у нее расположен диджейский пульт, который накладывает на треки разные спецэффекты. А еще крутая подсветка по всему периметру передней части корпуса. Очень эффектная штука. Для удобной транспортировки предусмотрены колесики внизу и прорезиненная ручка сверху. Так что тащить эту JBL-ку можно с собой как чемоданчик, особо не напрягаясь. Ставить на какую-то поверхность ее можно в принципе как и на бочок, так и вертикально. На боковых стенках предусмотрены специальные резиновые вставочки. Видите, здесь внизу находится выемка. Корпус колонки как бы стоит на небольших ножках. А в PatiBox 200 и 300 такого нет. Все дело не в дизайнерском решении, а в конструкции. На днище расположен мощный 12-сантиметровый сабвуфер для воспроизведения низких частот с показателем сопротивления 3 Ом. На лицевой части при включении сразу видно два стандартных 7-миллиметровых среднечастотных динамика на 4 Ома. И сверху маленький высокочастотный компрессионный драйвер, насколько я поняла. Сопротивление последнего тоже 4 Ома. На задней части для дополнительного усиления нижних частот разместили еще фазоинвертор. И при прослушивании музыки даже на минималках оттуда прямо ощущаются сильные толчки воздуха. Короче, напичкали эту JBL чем только можно. Диапазон частот акустики равен интервалу от 30 до 20 тысяч Гц. Это что касается теории. На практике же это просто восхитительное звучание, супер глубокое и пронизывающее каждую клеточку тела. У нас на канале было много обзоров акустики. В некоторых было все хорошо со звуком, в некоторых не очень, но всегда было к чему прицепиться. Тут же я не знаю, к чему придираться. Весь диапазон реализован должным образом. Я четко могу расслышать высокие без запираний, вкусные средние и мощные басы. И так это чисто. Слушая музыку в помещении, я чувствовала очень сильную вибрацию всей мебели на полу, да и сама дрожала от таких басов. И если кто-то скажет, что ему их не хватает, то, чувак, я хочу посмотреть в твои глаза и узнать, что с тобой не так. Как и в моделях предшественников, здесь есть фича Bass Boost, которая, как понятно по названию, усиливает басы. Причем у нее есть две ступени. Можно накрутить немного, а можно и на полную. Эти басы в обычной квартире или доме создают слишком большой гул. А вот в открытом пространстве становится очень крутым дополнением. Вот, послушайте разницу сейчас. К этой колонке можно подключить по Bluetooth еще одну такую же или похожую. Если установить сопряжение с таким же патибоксом, то получится озвучить полноценную движуху в клубе. Без шуток. Этот режим называется True Wireless Stereo. Подключается с помощью 5-секундного нажатия на кнопку Bluetooth одновременно на двух устройствах. Сзади есть еще дополнительная кнопочка Channel. Нажав на нее, вы можете изменить тип сопряжения. Будет стереоэффект или выделится правый и левый канал. Со второй колонкой во время переключения делать ничего не нужно. Она автоматически построится под первую. Для информации, Bluetooth здесь версии 4.2. Подключать также можно и смартфон по AUX, всунуть флешку в USB-разъем или воспользоваться Line-In, чтобы сделать домашнюю киношку, просматривая любимые фильмы на большой диагонали телевизора. Тюльпаны подключаются на задней стенке, как и все остальное. Там же есть выход Line-Out, чтобы вывести звук на усилитель, к примеру.
Все так серьезно, потому что в JBL PatiBox 1000 есть незаменимые фишки для музыкантов. Подключать также можно микрофон и даже гитару. Их громкость регулируется. Я нашла еще специальные кнопки управления усилителем гитары и микро, точнее управление чувствительностью. Они больше похожи на разъем для какого-то ключика. Регулировка винтовая. Для режима караоке предусмотрено еще два переключателя. Один регулирует громкость эха, а другой уровень ключа. Что такое уровень ключа, я не знаю. И, ребят, если кто в курсе, пишите об этом в комментариях. Просветите меня, пожалуйста. Рядом с переключателями также находится кнопка, нажатие на которую приводит к отмене или восстановлению голоса человека. Опять же, для меня это темные дебри. Важный момент. Аккумулятора там внутри нет. Питается эта колонка исключительно от кабеля питания, который есть в комплектации. Это еще один нюанс, который делает PatiBox 1000 стационарным. Прежде чем вывозить его куда-то, убедитесь, что найдете в той местности 220 вольт. Давайте еще хорошенько рассмотрим, что за кнопки и индикаторы у нас есть вверху. Слева находится включение, Bluetooth и выбор источника подключения. Флешка, смартфон или что-то еще по AUX, непосредственно Bluetooth соединение и Line In. Справа размещены кнопки увеличения или уменьшения громкости и пауза воспроизведения. Если последнюю нажать несколько раз, получится переключать треки на следующий или предыдущий. Сверху можно увидеть кнопки для выбора режима подсветки, подключение Bass Boost, Smart DJ и пару кнопок и переключателей для караоке. И вот мы плавно подобрались к самой сердцевине нашего диджейского пульта. Эти 16 кнопок посередине выглядят идентично драм-машине. Круглая кнопка в нижнем ряду со значком, напоминающим Windows, выбирает звуковой эффект. Тут есть разные звуки барабана, электрогитары, клавишных и специальный диджейский микс. От силы нажатия зависит громкость эффектов. У меня это почему-то ассоциируется с технологией 3D Touch. Короче, продуманная штука. Если всунуть в USB разъем флешку и несколько раз нажать на эту же кнопку, в память колонки загрузятся еще ваши дополнительные сэмплы, что делает эту акустику вообще топовой. Начинающие диджеи могут найти в PatiBox 1000 большой простор для полета фантазии. Это же крутая штука, чтобы потренироваться. Функция Smart DJ, включенная во время проигрывания трека, начинает ему подыгрывать всякими эффектиками уже сама, без вашей помощи. Она, видимо, следит за ритмом и потихоньку адаптируется. Так как я далека от всего этого и вряд ли смогу классно замиксовать под музыку, я не буду позориться и просто продемонстрирую вам все эффекты. Вот, если сильнее нажимать, оно громче всегда играет. Вот слабо. В нижнем ряду круглых кнопок еще можно разглядеть кружочек и стрелочку. Первая отвечает за включение записи трека из диджейских кнопок до 8 секунд, а вторая удаляет последние или все записанные. Но это же как у тех же драм-машин. Самая крайняя кнопка в ряду отвечает за выбор режима управления светом. В выключенном состоянии подсветка просто подстраивается в такт музыки, горит разными цветами, которые сменяют друг друга. Кнопка выбора режима подсветки в левом верхнем углу включает разные эффекты. Тут их 5. Рок, неон, клуб, огонь и молния. Таким образом, подсветка просто по-разному мигает. В PatiBox 1000 горят уже не только колечки посередине, но и все полотно передней части корпуса. На какой-то вечеринке колонка вполне может заменить любые источники света и будет очень эффектно. Не знаю, как ваши ощущения сейчас от увиденного, но у меня глаза горели, как у мартышки. И все же, для чего все-таки нужна вот та кнопка выбора режима управления светом в нижнем ряду? Это не то же самое, что и выбор режима подсветки, важно не путать. При ее включении диджейские кнопки окрашиваются во все цвета радуги. Вы выбираете один из них и таким образом задаете цветовую гамму подсветки самой колонки и еще пока не раскрытого силиконового браслета JBL. Его кладут в базовую комплектацию. Что же это за штука? Во-первых, браслет красиво светится на вашей руке, пока вы танцуете. А во-вторых, способен реагировать на жесты. Лично я такого раньше не видела. Хлопок руками провоцирует один звуковой эффект, потряхивание второй, а поворот руки управляет светом. Включается браслет вот здесь и работает на технологию BLE или Bluetooth Smart. Ее отличительная черта – очень низкое энергопотребление. Браслет сможет выполнять свой функционал более года на одной миниатюрной батарейке типа таблетка без подзарядки. Судя по тому, что здесь есть пометочка Open Close, этот маленький блочок питания со временем нужно будет сменить на другой такой же. Работает браслет пока еще не очень, но я думаю, что идея интересная и у нее есть свое будущее. Активен он, кстати, в радиусе 15 метров от колонки. Помимо этого, вот эти кнопочки пульта управляют разными зонами подсветки.
Длительное нажатие на кнопку выбора режима управления светом позволяет зафиксировать нужную цветовую гамму подсветки. Так она побудет не короткий промежуток времени, а останется, пока ее не переключишь. Кстати, при увеличении или уменьшении громкости музыки верхнее кольцо, опоясывающее динамик, с помощью подсветки наглядно показывает ее уровень. Наверное, чтобы ненароком случайно не оглушить себя или стоящих рядом людей. Это если вы управляете воспроизведением только с помощью кнопок колонки, а не с телефона, к примеру. В общем, я с уверенностью могу сказать, что PattyBox 1000 может стать крутым приобретением для музыкантов-аматоров, а также для больших любителей тусовок. Это полупрофессиональный аппарат с кучей наворотов и, поверьте, суперским звучанием. Единственный его минус – относительно большая стоимость. У нас пока еще не продается, но обещают ценник в районе $1000. Что ж, если у кого-то есть возможность позволить себе PattyBox 1000, то довольным этот человек от покупки точно должен остаться. Но есть одно но. Таким человеком можете стать именно вы, потому что мы разыгрываем новую такую акустику. Это очень крутой шанс получить топовое бескомпромиссное устройство за бесплатно. Все условия по ссылке в описании, так что участвуйте, вдруг повезет на этот раз. Если видео было интересным, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и жмите колокольчик. Смотрите также другие наши ролики со сравнением колонок от Sven и тест геймерских штучек HyperX. Пока!